Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня вот такой вид. Вот я опять поднялась в гору с семьей и выбрала себе местечко, чтобы сделать для вас расклад, что вас ждет в ближайшие 48 часов. Почему-то эта тема сегодня поднялась у меня такая в душе. И вот именно с таким видом, да, сегодня. Опять, видите, колокола зазвонили тут же. Значит, все-таки тема была нужна. Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Гадать я буду на Таро Панды. Ничего не видно. Сейчас поменяю немножечко угол обзора. Смотрите, ну как же красиво, да? Сейчас будем искать, где будет видно карты. Чуть-чуть надо, наверное, преломить свет, да? Вот так, наверное. Так, и у нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, выберем, вот так сверху можно, да? 4 карты из Таро Панды. Итак, что вас ждет в ближайшие 48 часов? Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, что там у нас? Так, давайте сделаем, чтобы как-то было видно. Давайте вот сейчас посмотрим, как сделать. Вот так, наверное, да? Итак, у нас выпала карта здесь Император. Не первый раз сегодня выпадает карта Император в видео. Замечательная карта. В ближайшие 48 часов вы будете общаться с каким-то очень полезным мужчиной. Вот, лицо представительное, властное, так скажем. Может быть, богатый человек, может, просто обладает какими-то полномочиями по отношению к другим людям. Или глава семьи. Может быть, в вашей жизни просто какой-то мужчина будет играть в ближайшие 48 часов основную роль, вы будете с ним постоянно присутствовать, общаться. Там, да, для женщины это может быть даже муж или мужчина для любви, или начальник. Для мужчины это может быть, папа, тоже начальник, коллега по работе, друг, кто-то, да, партнер по бизнесу. Вот какой-то мужчина прям будет играть очень важную роль для вас. Также карта Император часто показывает улучшение материального положения. То есть это прибавление в финансах, это денежки, это может как-то прийти к вам деньга, но на законной основе. То есть эта деньга как-то предполагалась все равно. Не такое, что вот прям совсем неожиданно. Может быть неожиданный подарок от мужчины в виде денег. Или там мужчина даст вам в долг. Но чаще всего, конечно, это все-таки что-то ожидаемое, закономерное. И в то же время даже могут быть большие деньги. Да? То есть хорошая такая карта. Так, давайте еще посмотрим, что тут у нас есть. Следующая карта правосудие. Император с правосудием это вообще, конечно, это обалдеть. Это говорит о том, что власть, закон, порядок на вашей стороне. Даже карты позволяют такие выигрывать суды, да? И перспектива выиграть какой-то суд, какое-то дело, какой-то спор. Может быть перспектива победить в спорном вопросе, иметь приоритет перед кем-то. Также, если, допустим, дело касается работы, вы в преимуществе. Вот понимаете, правда на вашей стороне. В любом вопросе вы в преимуществе. И, конечно, карты, связанные с законом, порядком, властью в стране и также государственными учреждениями. Здесь тогда даже может решиться вопрос о приеме вас в государственное учреждение, в органы государственной власти или там, не знаю, в какую-то структуру, военную структуру. Если вы сейчас как раз ищете работу, может быть, вам стоит туда подать резюме в такие вот места, да, там полиция, армия, администрация, мэрия, да, там, может быть, больницы, школы, то есть все, что связано с государственными учреждениями. И решаться будут какие-то вот такие вот именно законные вопросы, да. Может, вы получите очень хорошую консультацию по правопорядку, по законам или там по документам, тоже вариант. Хорошо, смотрим дальше. Ух ты, на мне паук.
Смотрим дальше, на мне паук. Так, король кубков. Вот опять мужчина. Вот даже, может быть, еще какой-то мужчина с вами будет общаться, но более мягкий, чем император, да? То есть мужчина, если для женщины, это может быть мужчина в вас влюбленный, то есть быть любовь с мужчиной. В ближайшие 48 часов вы не избежите чьих-то приятных чувств или дружбы, общения, если вы мужчина, да, то есть такое душевное общение, когда вы можете выговориться, когда вы можете все рассказать, что у вас там наболело. Это даже может быть психолог. Но чаще король кубков, конечно, просто друг там или человек, любящий вас. Конечно, это мягкий, приятный, добрый, заботливый человек, который может помочь. Вот у вас прям мужская энергия прет здесь, да? Видно, что вас как будто будут окружать лица мужского пола, много мужчин рядом. И, конечно, это решает вопросы многие, да, то есть помогают они, вот в чем-то помогают. Ну, такая у нас первая позиция. А мы идем дальше к позиции номер 2. Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Двойка мечей. Тоже хорошая карта такая, неплохая. Она показывает, с кем-то может быть первое примирение, да? То есть вы можете от кого-то получить примирительное письмо, записку, сообщение, или просто с кем-то поговорить и как бы, ну, наконец помириться. Также карта может показывать выбор. То есть выбор один из двух каких-то вариантов, для вас равных, но все-таки этот выбор необходимо сделать, иначе дальше дела никуда не пойдут. И иногда это, вот как на карте, времяпрепровождение с книжкой и кофе или чаем. Ну, тут у нас все-таки чай. Вот. Вот знаете, какое-то спокойное такое время, когда ты делаешь что-то в свое удовольствие, но один. И закрыт от других людей. То есть мечи скрестились просто потому, что ты закрылся. И ты не хочешь ни с кем разговаривать и общаться, потому что ты хочешь побыть самим собой, поделать те дела, которые просто для удовольствия. Такое тоже бывает вполне. Почему нет? Следующая карта – паж пентаклей. Вот опять же актуальность письма здесь присутствует. Вы как будто новость какую-то получите все равно в ближайшие 48 часов. Или письмо, сообщение, бумаги, там записку от любимого человека. Общение идет с кем-то все равно, в любом случае. И даже если вы спрячетесь от всех, люди все равно к вам полезут, или хотя бы один человек. И также карта показывает иногда даже новые знакомства, но реже. Учитывая вашу двойку мечей, реже, конечно. Просто вы немножко закрыты, а кто-то хочет вам добра, кто-то хочет осчастливить вас. Иди сюда срочно, я сделаю тебя счастливым человеком. Но я не хочу. Да ничего страшного, от меня еще никто не уходил, да? То есть паж пентаклей бывает иногда очень навязчивый на самом деле. Также вы можете получить предложение по деньгам, по работе, или даже премию небольшую, или небольшой подарок. Паж пентаклей иногда это означает. Просто хорошие новости могут быть. Следующая карта – семерка мечей, панда-пират. Ну, пират, он и есть пират. Он говорит о том, что какой-то, может быть, разбитной человек входит в вашу жизнь и наводит тут свои порядки. Вы знаете, есть люди, которым мы не доверяем подсознательно, хотя они даже еще не были пойманы на вранье, но мы понимаем, что этот человек в принципе постоянно врет или в принципе может в любой момент обмануть. Вот у вас будет в ближайшие 48 часов общение с таким человеком, которому вы просто подсознательно не хотите доверять или уже сознательно не доверяете. И, ну, не совсем это приятно, с одной стороны, а с другой стороны, это может быть веселый человек, ну, с которым все-таки в чем-то интересно, да. Да, не доверяю, но иногда и пообщаться хочется. Тоже такое вот бывает. И также карта показывает, не доверяйте все равно сильно людям, потому что вас могут в ближайшие 48 часов в чем-то попытаться обмануть. Поэтому будьте настороже. Ну, вот такая позиция номер 2. Покажу пейзажи пока. Так, третья позиция. Третья позиция. Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Карта туз кубков. Это опять не видно. Чуть-чуть хотела показать хоть как-то пейзаж, да? Итак, туз кубков – это, ну, на самом деле, все через край. Любовь через край, изобилие через край, радость через край. Вот какое-то очень счастливое событие может быть в ближайшие 48 часов для вас. Ну, это что может быть? Это удивление, да, какое-то, внезапность какая-то. Вот что-то внезапно произошло такое яркое, интересное. Ну, не знаю, как обычно нас впечатляет, там, не знаю, признание в любви, да, хорошие слова от кого-то.
Всегда туз кубков ассоциируется с признанием в чувствах почему-то. Но на самом деле это может быть яркая идея. То, что вот вам доставляет радость, удовольствие, просто приходит вам в голову или в вашу жизнь. И приятный сюрприз от любимого человека может быть подарок, например. Приглашение куда-то, на свидание, на вечеринку, на праздник. Что-то такое, вот разговор какой-то душевный, теплый, хороший. Поток изобилия – это, допустим, деньги внезапно пришли, денежный подарок пришел. Заработали случайно, подработку нашли какую-то случайно. То есть вот такая карта. Очень счастливая, радостная. И вот прям прыгаете от счастья, да, вот такое может быть. Что-то вот удивит и будете радоваться. Бабочки летают, разноцветные облака, панда в веночке ползет свой золотой кубок, да, чтобы искупаться в нем. Классно. В общем, тепло, светло, приятно, да. Следующая карта – туз мечей. Ну, смотрите, вы тузами сегодня вот прям обложились. Вам идут тузы. Тузы – это начало, тузы – это номер 1. То есть в вашей жизни начинается что-то в ближайшие 48 часов. Как говорит Садхгуру, да, за 48 часов можно полностью изменить свою жизнь. Я сейчас читаю его книгу «Карма». Очень мне нравится книга. Такая замечательная. Тоже, если хотите, прочитайте. Там полностью расшифровывается, что это за карма такая и с чем ее едят, да. И смотрите, вот карта туз мечей показывает, опять же, яркость, впечатление, много мыслей, разговор, бумаги, сообщения от кого-то. Вот знаете, вот как что-то такое, вот такое, как молниеносное, такое резко возникает. Это может быть знакомство, яркое знакомство. Это может быть откровенный разговор, вот что правду всю сказали, да? Вам кто-то правду всю сказал, но она приятная по тузу кубков. И также это может быть ваша идея, опять же. Вот схвачусь за эту идею, буду ее делать. Вот так-то и так-то у меня получится. То есть вы прям впечатлились и хотите действовать. Так, смотрим следующую карту. Ой, тройка мечей. Тройка мечей, она показывает, что могут бередить вашу душу старые раны. Вот хочу что-то сделать яркое, вот прям там или человек со мной разговаривает, а я вспоминаю. Вспоминаю, что у меня были обломы в жизни. Вспоминаю, что этот человек меня обижал. Или вспоминаю о том, что где я спотыкался, да, когда делал что-то для себя новое, интересное. Вот не надо вспоминать. Вот не надо. Вот не зря я про Садхгуру вспомнила. Ну, как раз об этом говорит в книге. Что если вы постоянно будете опираться на свой негативный опыт, вы никогда не построите счастливую судьбу. Вы будете все время вариться в каше разочарований. И мы даже ехали с родителями на днях, с родителями моего мужа в машине. И мама там о чем-то сожалела, да, какой-то покупке. А потом я говорю, не стоит сожалеть, это ерунда, это же просто покупка, деньги, ну, вы можете это там положить куда-то и все. А папа тут выдал такую фразу: вся жизнь прошла в этих разочарованиях и в этих сожалениях. Вот я тут же сказала, остановитесь сегодня и перестаньте сожалеть именно сегодня. Не надо сожалеть о том, что вы сожалели все это время, и не надо бояться что-то начинать. А у вас начало прям идет, у вас единицы, начало. А тройка мечей показывает ваши установки негативные, понимаете? А вдруг у меня не получится? А вдруг я этого не достоин? А в прошлый раз было плохо от этого. Родитесь сегодня заново, родите себя сейчас и перестаньте о чем бы то ни было сожалеть. Ну, такая позиция номер 3. Идем дальше. В позиции номер 4. Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Здесь у нас карта Маг. Замечательная карта. Она говорит, что у вас в ближайшие 48 часов есть возможности. Воспользуетесь вы ими или нет, вот в чем вопрос. Но возможности есть. Они есть прямо сейчас у вас, чтобы что-то в своей жизни изменить. Видите, на какой-то фразе, на каком-то слове бьет колокол. Это всегда знак. Это всегда знак обратить внимание на именно эту фразу, на возможности обратите внимание, и что вы можете ими воспользоваться. Вот как раз-таки я читаю книгу Садхгуру «Карма», и там он говорит, что есть астрологи, есть гадатели, но они не могут предсказывать вашу судьбу досконально, потому что у вас всегда есть выбор. Некоторые астрологи отказываются рассказывать человеку его натальную карту, если человек встал на путь духовного развития. Знаете почему? Оказывается, потому что этот человек
сам теперь берет в руки свою судьбу. Именно сам. И теперь он решает, что у него в судьбе будет. Так вот, это маг. Маг – это тот, кто решает, что у него будет в судьбе. Даже если у него короткая линия жизни, в натальной карте какие-нибудь там, я не знаю, негативные всякие знаки, а гадалка сказала, что он в следующем году вообще скопытится. Понимаете? То есть вот карта мага, она говорит именно об этом. Вы стали на путь как будто бы самосовершенствования. В ближайшие 48 часов у вас есть возможности полностью изменить свою судьбу, и вы просто должны это сделать. Просто начать. Хорошо, давайте возьмем следующую карту. Паж жезлов. Замечательная карта. Она опять же говорит о яркости. О яркости ваших ближайших 2 дней. Да? Здесь как будто бы открывается какой-то шанс. Вы интересуетесь чем-то, что-то изучаете, что-то читаете. И, наконец-то, мозги встают на место. Вы можете поговорить с каким-то полезным человеком, активным в жизни, кто добавит вам энтузиазма и научит чему-то очень нужному для вас, важному для вас. Вы можете этому научиться и можете начать увлекаться чем-то новым, интересным, открыть для себя новое хобби. Хорошо, следующая карта вообще колесница. Вы можете добиться своих многих целей, а также в ближайшие 48 часов вас может ждать поездка. Я вам ее не гарантирую. Поездка – это если вы решите куда-то ехать. А ведь вы сами распоряжаетесь своей судьбой и можете отказаться. Однако возможность для поездки у вас будет. И также даже для переезда, планы на переезд, допустим, да, или планы на покупку транспорта, машины, мотоцикла, автомобиля, скутера, велосипеда, что угодно. Ну и, конечно, колесница, яркие моменты в жизни, когда ты добиваешься чего-то, когда ты хочешь чего-то для себя. И ты, наконец-то, идешь вперед, несмотря ни на что, и тебя никто не может остановить. Поэтому у вас 48 часов очень-очень продуктивные могут быть. Пользуйтесь ими. Каждая минута на счету. Мы каждый раз теряем драгоценное время попусту. То юзаем в Инстаграм, то еще что-то делаем. Попробуйте использовать по максимуму 48 часов хоть один раз, и вы увидите большие результаты. Вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.